Баллистическая ракета, запущенная из Ирана и пролетевшая через воздушное пространство Ирака и Сирии в направлении Турции, была поражена средствами ПВО и ПРО-НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье. Об этом заявило Министерство обороны Турции, подчеркнув, что Анкара оставляет за собой право отвечать на любую враждебную деятельность против страны и предупреждает все стороны о необходимости избегать шагов, способных привести к дальнейшей эскалации. В ведомстве также отметили, что Турция продолжит консультации с НАТО и союзниками. Позднее в Турции заявили, что целью иранской баллистической ракеты, сбитой на подлете к границам страны, являлась авиабаза НАТО. По всей видимости, речь идет о базе Инджирлик, где, по открытым данным, хранятся американские ядерные авиабомбы. По альтернативным оценкам, целью могла быть база на территории Южного Кипра, в Республике Кипр. На фоне инцидента Министерство обороны Турции опубликовало фотографию подразделений, готовых к развертыванию, сопроводив ее заявлением: «Там, где мы находимся, нерешительность затихает, и говорит решимость», таким образом делая осторожный намек Ирану. Практически одновременно Турция вызвала посла Ирана после перехвата ракеты системами ПВО НАТО, сообщило агентство Reuters. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что инцидент не приведет к задействованию статьи 5 Устава НАТО. По его словам, в Вашингтоне осведомлены о перехвате, однако оснований для коллективной обороны Альянса нет. Он отметил, что детали инцидента анализируются, но признаков эскалации не наблюдается, а также подчеркнул, что Россия и Китай не участвуют и не играют роли в военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган, комментируя инцидент, заявил, что в условиях сложной региональной обстановки Анкара не оставляет вопросы безопасности на волю случая, ведет тесные консультации с союзниками по НАТО, принимает все необходимые меры и незамедлительно осуществляет вмешательство. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, отдельно затронув инцидент с иранской ракетой, сбитой в турецком воздушном пространстве. Параллельно Financial Times со ссылкой на действующих и бывших израильских официальных лиц сообщает, что Израиль готовится к многонедельному военному наступлению совместно с США с целью демонтажа ключевых опор теократического государства Ирана и структур корпуса стражей исламской революции. На этом фоне CNN утверждает, что ЦРУ работает над вооружением курдских сил с целью разжигания восстания в Иране. По данным телеканала, администрация Дональда Трампа вела переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о возможной военной поддержке. Иранские курдские формирования насчитывают тысячи бойцов и действуют вдоль ирано-иракской границы, преимущественно на территории иракского Курдистана. Согласно предварительной информации И-24 News, курдские силы Ирака начали наземное наступление на Иран. Тысячи бойцов пересекли границу и заняли позиции в западных горных районах страны. Ранее Axios сообщал о конфиденциальных телефонных разговорах Трампа с курдскими лидерами Масудом Барзани и Бафелем Талабани на фоне войны США и Израиля против Ирана. Эти контакты последовали за активным лоббированием со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который считает, что курды могут восстать. При этом американские официальные лица предупреждают, что участие курдов может быть переоценено, хотя их вовлечение способно придать кампании наземный компонент, аналогичной стратегии США в Афганистане в 2001 году. Возникает вопрос, готовы ли курды действовать без политических гарантий. Вероятно, им были даны определенные обещания, сначала в контексте противостояния Ирану, а затем, возможно, и в более широкой региональной перспективе. Если война выйдет из-под контроля и затронет Турцию, под вопрос может быть поставлена ее территориальная целостность. В таком случае могут активизироваться проекты создания Большого Курдистана, а восточные территории Турции стать предметом споров. Идея Вильсоновской Армении теоретически может получить новое прочтение, не как классическое государство, а как перераспределение территорий Восточной Анатолии между курдскими и армянскими регионами. Подобные сценарии ранее упоминались Владимиром Жириновским. Кроме того, при серьезном ослаблении Турции определенные территории в Эгейском регионе могли бы заинтересовать Грецию.
В отличие от прошлого, когда ситуацию изменило вмешательство Владимира Ленина, в этот раз внешней поддержки может не последовать. Также не стоит исключать, что в случае реализации проекта Большого Курдистана могут активизироваться и другие региональные геополитические концепции, включая идею так называемого «Великого Израиля», для которой одной из ключевых преград, помимо Ирана, остается Турция. На этом фоне журналист Такер Карлсон заявил, что Турция может стать следующей целью Израиля, назвав ее трудноконтролируемым и потому опасным игроком в регионе. Дополнительным индикатором напряженности стало обращение координационной платформы Южного Азербайджана к президенту Турции с призывом срочно принять меры для защиты тюркского населения и предотвращения возможной оккупации. В письме говорится об ухудшении гуманитарной ситуации, попытках вооруженных групп установить контроль над Урмией и прилегающими районами, и подчеркивается историческая роль Турции в защите тюрков в 1918 году. Авторы заявляют, что готовящиеся атаки на запад Южного Азербайджана в перспективе могут быть направлены и против самой Турции. Тем временем Корпус стражей Исламской революции сообщил о ракетной операции против стратегической цели США в Индийском океане. По информации КСИР, американский эсминец подвергся атаке во время заправки на расстоянии примерно 650 километров от иранского побережья. В ответ, по данным Reuters, США нанесли удар по иранскому кораблю у побережья Шри-Ланки. Сообщается о десятках раненых, пропавших без вести и погибших моряках фрегата «Айрис Дэна», торпедированного американской подводной лодкой в нейтральных водах. Пентагон опубликовал первые в истории кадры боевого торпедирования иранского фрегата атомной подводной лодкой США, назвав этот эпизод первым подобным случаем со времен окончания Второй мировой войны. Также сообщается о потоплении корвета класса «Шахид Сулеймани» вблизи порта Бандар-Аббас. Глава Пентагона заявил, что новые американские силы продолжают прибывать на Ближний Восток, а операция против Ирана займет столько времени, сколько потребуется. Он подтвердил планы США и Израиля установить полное превосходство в небе над Ираном в течение недели. Заявил о фактически неограниченных запасах авиабомб и предупредил об ударах на еще большую глубину. Также сообщалось об убийстве иранского командира, которого в Вашингтоне связывают с подготовкой покушения на Трампа. Отдельно отмечается, что Пентагон впервые официально подтвердил применение стратегических бомбардировщиков Б-52H для ударов по подземным ракетным комплексам Ирана. На этом фоне йеменские хуситы уведомили арабские государства региона, что в случае их вступления в войну против Ирана, Йемен присоединится к конфликту на стороне Тегерана и будет наносить удары по энергетической инфраструктуре Персидского залива. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи со смертью Али Хаминеи, сделав запись в книге соболезнований в посольстве Ирана. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что с сожалением относится к происходящим событиям, отметив проведение заседаний Совета Безопасности, визит Министерства обороны в Иран и ежедневную работу межведомственной группы при Совбезе. Итог сводится к тому, что конфликт вокруг Ирана стремительно выходит за рамки локального противостояния и все больше приобретает признаки масштабного регионального кризиса с вовлечением Турции, США, Израиля и негосударственных акторов. Перехват ракеты лишь подчеркнул, насколько близко регион подошел к прямой военной эскалации. При этом формальные механизмы сдерживания, включая НАТО, пока не задействуются. На фоне активизации курдского фактора, морских столкновений и угроз расширения войны, Ближний Восток входит в фазу высокой неопределенности, где любое новое событие способно запустить цепную реакцию с последствиями далеко за пределами региона. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш ресурс, чтобы оставаться в курсе самых актуальных событий на Ближнем Востоке и в мире.